Добро пожаловать обратно, друзья! Доктор Джо здесь. Надеюсь, вы уже попрактиковались в медитации, чтобы понять, как внутренние изменения могут повлиять на ваше тело и жизнь. Я хочу, чтобы вы знали, что я занимаюсь этим уже долгое время. Когда я сталкиваюсь с трудностями или мне нужно внести значительные изменения в свою жизнь, я возвращаюсь к основам, которые вам преподаю. Я беру лист бумаги и начинаю размышлять о своих мыслях, о поведении, которое хочу изменить. Я наблюдаю за собой в течение дня, фиксируя эмоции, которые испытываю. Затем я изучаю великих людей в истории, чтобы понять их качества и черты. Я стремлюсь мыслить так, как они, вести себя так, как они, и чувствовать те же эмоции. Чем больше знаний у вас есть, тем легче вам создать лучшую модель для себя. Я делаю это постоянно, потому что стремлюсь к самосовершенствованию. Именно это и есть пластичность. Когда вы задаете себе вопросы, например, «Что значит быть здоровым?» или «Что значит быть счастливым?», вы активируете творческий центр в вашем мозге, называемый лобной долей. Эта область составляет 40% вашего мозга и является частью, которая позволяет нам творить. Она выполняет функции исполнительного директора, руководителя симфонии. Когда вы задаете вопрос, например, «Что значит быть богатым или здоровым?», лобная доля начинает искать на него ответ. У мозга есть ограниченное количество ресурсов, которые хранятся в виде знаний и жизненного опыта. Когда вы задаете вопрос, например, «Что значит быть богатым?» или «Что значит быть здоровым?», лобная доля начинает искать ответы, просматривая всю сеть нейронных связей, связанные с тем, что вы узнали или пережили. Она активирует эти связи, и когда их достаточно, они начинают работать совместно. В результате у вас появляется образ в сознании. Это и есть намерение. Таким образом, чем больше вы учитесь и заполняете свой мозг знаниями, тем больше ресурсов у вас есть для создания своего лучшего опыта. Чем больше у вас было жизненных переживаний, тем больше вы можете использовать эти нейронные цепи для построения более обширной модели. Когда мозг фиксирует образ, и вы выбираете новую потенциальную возможность в квантовом поле, он начинает оживлять это намерение. Ваша задача — соединить ясное намерение с повышенной эмоцией. Мысли являются словарем мозга, а чувства — словарем вашего тела. То, как вы думаете и чувствуете, формирует ваше состояние бытия. Вы меняете свое состояние, переходя от привычного образа мышления и чувств к новому. Чем сильнее эмоция, которую вы испытываете из-за какого-то события, тем больше вы ощущаете внутренние изменения. Это может быть шок, предательство или утрата, любое событие, которое выбивает вас из привычной эмоциональной стабильности. Когда что-то меняет ваше внутреннее состояние, вы начинаете обращать внимание на причину этого изменения. В этот момент мозг фиксирует это событие, и оно становится долгосрочной памятью, запечатленной в нейронной архитектуре. Проблема в том, что многие люди продолжают думать в рамках этих прошлых переживаний и чувствовать те же эмоции, что и тогда. Именно поэтому большинство людей начинают свой день, оставаясь в этом привычном состоянии. Многие люди живут каждый день в одном и том же знакомом состоянии бытия. Когда вы спрашиваете их, почему они так злы, напуганы или грустны, они часто отвечают, что это связано с каким-то событием в их жизни, которое оставило на них отпечаток. Это означает, что одно или несколько событий изменили их биологически, и они не могут изменить свое состояние с тех пор. Когда вы просите их рассказать о том, что произошло, они могут пересказать свою историю, но последние исследования показывают, что 50% того, о чем мы говорим, не является правдой. Люди иногда приукрашивают свои истории или выдумывают детали,
чтобы оправдать свое нежелание меняться. Это делает условия более интенсивными и создает иллюзию, что изменение невозможно. Как же выйти из этого состояния? Если вы можете выбрать новую возможность в будущем и четко представить эту визуализацию, начав испытывать эмоции, связанные с этой будущей реальностью, вы начинаете менять свое химическое состояние на более высокое. Чем сильнее эмоции, которые вы испытываете, тем больше вы сосредотачиваетесь на образе, который создаете в своем уме, и тем больше вы запечатлеваете этот опыт в нейронной сети вашего мозга. Если вы будете практиковать это каждый день, это станет вам привычным. Ключевым моментом является то, что когда вы завершаете медитацию, вы не должны встать тем же человеком, которым были, когда садились. Если вы встаете и чувствуете себя так же, как до медитации, это означает, что ничего не произошло. Вы остаетесь тем же человеком, и, вернувшись в привычную среду, вы, скорее всего, вернетесь к старому состоянию. Поэтому возникает вопрос: можете ли вы поверить в будущее, которое еще не видно и не ощущается с помощью ваших чувств, но о котором вы думали достаточное количество раз, чтобы ваш мозг начал воспринимать это как уже произошедшее событие? Последние исследования в области нейронауки подтверждают, что вы можете изменить свой мозг, просто изменив свои мысли. Есть бесконечные потенциальные возможности в квантовом поле, и вы можете начать эмоционально воспринимать эту будущую реальность до того, как она станет явной. Ваше тело, как бессознательный ум, не знает разницы между реальным жизненным опытом, который вызывает эмоции, и эмоциями, которые вы создаете только с помощью мысли. В результате ваше тело начинает изменяться так, как будто этот опыт уже произошел. Исследования в области эпигенетики показывают, что вы можете изменить свое тело, просто думая иначе. Задумайтесь об этом. Вы можете изменить свое тело, просто думая иначе. Если вы будете ежедневно практиковать сочетание четкого намерения с повышенной эмоцией, приучая свое тело к будущему эмоционально и закрепляя эту нейронную сеть в своем мозге, то со временем в вашем мозге и теле появится доказательство того, что этот опыт уже произошел. Если вы встаете после медитации, ощущая эмоции своего будущего, и способны поддерживать это измененное состояние ума и тела в течение всего дня, вы больше не будете искать свое будущее. Почему? Потому что, чувствуя, что ваше будущее уже произошло, вы не будете находиться в состоянии недостатка или разделенности, ожидая, когда что-то произойдет, чтобы почувствовать себя лучше. Вы уже сейчас будете чувствовать эмоции своего будущего. Если вы сможете поддерживать это состояние в течение всего дня, то начнут появляться синхронистичности, возможности и случайности, указывающие на то, что вы переходите из одной реальности в другую. Вам лишь нужно будет сохранять это измененное состояние ума и тела. И если вы это сделаете, необычные вещи начнут происходить в вашей жизни. Они будут приходить неожиданно, и вы не сможете их предсказать, потому что если вы сможете предсказать их, это будет просто продолжением старого «я». Далее. Когда вы сможете связать изменения внутри себя с внешними эффектами, вы начнете осознавать, что являетесь творцом своей жизни, изменяя свои мысли и чувства, а не будучи жертвой обстоятельств. Обратите внимание на то, что вы делаете внутри себя, и продолжайте это делать. Вы со мной? Вселенная будет посылать вам знаки, чтобы вы следовали за ними, и вы будете верить еще больше в свою способность создавать свою реальность. Когда происходят эти синхронистичности, они случаются у всех людей, занимающихся этой практикой.
Эмоции, которые они испытывают, и удивление от того, что произошло нечто неожиданное, играют ключевую роль. Мозг учится на ошибках и сюрпризах, и когда вы неожиданно сталкиваетесь с событием, которое вы пытались создать, вы ощущаете себя более живым и пробужденным, чем когда-либо. В этот момент вы осознаете, что сами создали этот опыт. Это приводит к двум важным последствиям. Первое. Опыт вызывает повышенные эмоции, такие как восторг, достоинство, свобода и вдохновение. Эти эмоции становятся вашим естественным состоянием бытия, и вы используете их для создания следующего опыта. Это делает процесс создания нового опыта гораздо легче. Второе. Люди, находясь в таком пробужденном состоянии, начинают переосмысливать свою жизнь. Они смотрят на все свои сожаления и обстоятельства, которые хотели бы изменить, и понимают, что не хотят менять ничего в своем прошлом. Все эти события привели их к настоящему моменту, и именно в этот момент их прошлое перестает для них существовать. Многие, кто пережил травматические события, такие как физическое или эмоциональное насилие, после личной трансформации начинают видеть свою жизнь по-другому. Они понимают, что все испытания были необходимы для достижения их момента свободы и трансформации. Это важно, потому что люди часто зацикливаются на прошлом, когда испытывают определенные эмоции. Однако, когда человек действительно меняется, ему становится трудно вернуться к старым эмоциям и внутренним оправданиям. Люди, которые исцелились от серьезных заболеваний, таких как рак или аутоиммунные болезни, часто говорят, что их болезнь существовала в старом «я». Они не просто визуализировали, как их опухоли уменьшаются, они стали совершенно другой личностью. Это новая личность, связана с новой личной реальностью, и именно это становится их объективной реальностью. Вы со мной? Я так горжусь нашим сообществом, горжусь людьми, которые занимаются этой работой, тысячами и тысячами людей по всему миру. Они не застревают в философских размышлениях, они просыпаются каждое утро в процессе творчества. Не потому, что чувствуют необходимость, а потому что не хотят, чтобы магия в их жизни закончилась. Они хотят постоянно видеть совпадения и возможности, которые продолжают появляться в их жизни. Когда это происходит, они используют энергию каждой синхронистичности, каждой новой возможности и каждого совпадения, чтобы создать что-то новое. Они не просыпаются с чувством страха перед творческим процессом, они взволнованы им. Они ожидают новое будущее, новые синхронистичности и неожиданные события в своей жизни. Одна из самых сложных частей этого процесса – найти время для практики. Когда вы выделяете немного времени в своей драгоценной жизни, чтобы оторваться от окружающей среды, вам не нужно ехать в Гималаи или монастырь. Вы можете закрыть глаза и просто сесть в своей комнате, в офисе или любом другом месте. Вам нужно просто позволить своему телу не вставать и переживать эти моменты, как будто вы тренируете животное оставаться на месте. Только вы решаете, когда его кормить, заботиться и ухаживать за ним. Это момент, когда вас не определяет ваша окружающая среда. Это ваша возможность не быть определяемым потребностями, желаниями или инстинктами вашего тела, не застревать в предсказуемом будущем или знакомом прошлом. Это время, чтобы стремиться к сладкому моменту щедрого настоящего. В следующем видео я хочу поговорить о том, что значит найти этот сладкий момент щедрого настоящего, неизвестного, откуда идеально создавать. Мы обсудим когерентность мозга, настоящий момент, отключение от тела, окружающей среды и времени, чтобы стать чистым сознанием. Мы начнем моделировать формулу когерентности мозга, чтобы вы могли начать вносить значительные изменения в своем уме, теле и жизни. Увидимся в следующий раз. Sit up. Eyes closed.
Take a breath. And relax.